Наш шлях до Сполучених Штатів розпочинається загалом, як і всі інші подорожі, на центральному залізничному вокзалі міста Дніпра, у потязі Дніпро-Київ. Так, ну что, до встречи, друзья! Мы будем вас информировать, не волнуйтесь. Ну что, теперь нас ждет Вашингтон. Шлях до Києва проходить, як звичайно, спокійно та весело. Від звичайних подорожей з колективом він відрізняється тільки тим, що ми їхали в купешках, а не в плацкарті. Що ти там робиш? По прибуттю до Києва рано вранці в нас був запас часу до літака. Тому одразу їхати до аеропорту ми не стали, а пішли перевести дух, перекусити та перевірити вагу нашого багажу. Давай, Катенька, пару слов. Оно работает? Прием, 24/7. Привет. Мы находимся в Киеве. Мы в Киеве. Столица Украины. The capital of Ukraine. Из Киев. А можно даже по почте вставить? На перевалочном пункте Киевский ЖД вокзал. Это вокзал Пивничный. KFC. KFC. Ну, Макдональдс Нам не лучше. крути. Перекус. Выпила кофеек, теперь я бодра и полна сил. Я бодра. Пережидаем, перепаковываемся, взвешиваемся. Мы зважені та счастливы. Пока нам все нравится. Отдыхаем после поезда ночного и готовимся садиться, будем ехать на автобусе в аэропорт и уже будем лететь в Германию. Мы в ожидании уже полета нашего. После мы уже поедем, собственно, в саму Америку. У нас маленькая пауза, ждем дальнейших, передвижений, и скоро нас ждет следующая активная фаза перемещения в аэропорт Борисполь. Сейчас я изучаю схему аэропорта Франкфурта, в которой нам предстоит быстрая пересадка в течение часа 25. Поэтому нам надо знать, куда идти, где выходить, куда приходить. Ожидания от поездки какие-то нереальные. Грандиозные. Видеть что-то новое. Никаких ожиданий. Ожидания от поездки, что нас будут кормить, что мы не будем голодать, Я куплю кофе. Много кофе. и что у нас все будет хорошо, что мы там не будем за деньги танцевать, бомжевать. Я ожидаю впечатлений. Море эмоций, прям море и океан. Как-никак другой там континент, не знаю. Я думаю, это будет очень классно. Вот самая лучшая Да, не забываем. Так как мы едем в такую страну, в страну мечты. Что пока еще до конца не осознаю, что мы вообще едем туда. Нет пока какой-то вот такой уверенности, что мы даже вот туда доедем. Вот какой-то у меня еще страх до сих пор присутствует. Очень надеюсь, что у нас будут самые незабываемые и неповторимые воспоминания, которые мы будем еще рассказывать своим детям. Ожидаем увидеть Белый дом, голову Трампа в окошке. Карина, hello! Я покажу ему свой студенческий, и он мне такой: о, you're from ДНУ, дайте денег. Ожидание от поездки, что поездка будет незабываемая, что она будет классная, что она будет полезная, что она будет непростая, но интересная. Я не знаю, что нас ждет, я не знаю, что будет, я только знаю, что если мы должны быть там, мы там будем. Идет серьезная шумиха, украинцы не верят, что едет украинский коллектив, украинская диаспора переполошилась и удивляется, как это так, они не знают, а коллектив с Украины приезжает и так далее. В общем, ждут нас интересные, я так понимаю, приключения, ждут нас, я надеюсь, хорошие выступления, ждет нас интересные экскурсии, ждет нас интересная страна, которую мы посмотрим. Я думаю, что у многих изменится вообще представление о жизни, возможное восприятие жизни. Я надеюсь, что эта поездка принесет много пользы. Нет, я не летала на самолете. Это будет новое впечатление для меня. Я прям не знаю, чего ожидать. Да, летала, конечно. Нет. Нет. Когда было лет 7, да. Нет. Конечно, летал. Многократно. Не, никогда. Нет. Только в GTA. Первый раз в самолете. Хочу уже попробовать наконец. Будет неожиданно, будет жевать жвачку, чтобы мне плохо не было. Надеюсь, мне понравится. Я всегда хотела полетать. Это сбудется совсем скоро, я надеюсь. Маленькие. У нас были частные самолеты. Когда мы с Днепра вылетали, там маленькие самолетики.
В самолете сейчас будет интересно. С учетом того, что я, как маленькая девочка, боюсь ужасной высоты, посмотрим, что из этого выйдет. Да, что мне нервничать? Живем один раз, как-никак. Надеюсь, в Африке не приземлиться. Самолету у меня нет вообще никаких вопросов. Абсолютно. Мне задача, чтобы мы нормально разместились, чтобы у нас все было хорошо с багажом, с кладью и все остальное. А уже перелет меня вообще не волнует. Авиатранспорт самый безопасный транспорт в мире, поэтому вопросов у меня нет. Ой, ну программа у нас там вообще большая. Прилетаем в Вашингтон. Вашингтон, Нью-Йорк. Вашингтон, Нью-Йорк, Шарлотта. Я дальше не понял. Еще Вилмингтон. В Нью-Йорке будем. В Северной Каролине. Мы будем на водопаде, ну, возле водопада Ниагарского. Короче, мы будем. Мы будем везде. Ниагарский, Штаты, Вашингтон, Северная Каролина. А попка? А попка мое любимое место. Получается, Вашингтон, округ Колумбия. Потом едем через Кливленд в южную часть страны. В сторону Флориды. Кливленд, Шарлотта, Апопка, Джексонвилл и там всякое такое. Майами, там я что-то читала такое. Майами, Бич, ну это пока секрет. Лос-Анджелес, Майами? Или не будет Лос-Анджелеса? Хорошо. Северная Каролина? Спрингфилд. А все остальное мы уже будем знать на месте. Сначала прилетаем, потом все остальное. Я возьму обязательно это телефон, наушники и еду. Возьму с собой Обязательно. влажные салфетки. Еда. Телефон, наушники, себя, паспорт, портатив. Дымовую шашку, женщину, 2 бутерброда от мамы, палка колбасы от бабушки. Тетрадь по-корейскому. Еще называй. Пенал и, наверное, фотоаппарат. Ну, давай. Ну, давай тоже пенал, хорошо, тетрадь и книгу. Деньги. Деньги. Это главное. Наушники. Да-да. Теплые носки. Пуховик. Деньги, футболка, чемодан свой со всеми вещами. Камеру, микрофон, перекусить. Водичку возьму, бутылку такую 6-литровую, портфельчик и покушать. Мультитул, ноутбук. У меня коллектив, у меня ансамбль. Я не могу 3 вещами обойтись. Я надеюсь, что долетим, все нормально будет, все в порядке. И как только мы пройдем погранконтроль, когда нам поставят штампик, я там буду визжать, как это. Я серьезно говорю, вот поставят штамп, я выйду, вот так вот переступлю линию границы. И я... это на камеру. Я потом Договорились. экспериментирую. Хорошо. Всем пока, с вами была Дашулька. Люблю вас. Увидимся. Это Катин влог. До встречи. Да, увидимся. Вот мы и едем теперь уже в аэропорт. Перелет все ближе. Что хочется сказать? Надеюсь, что все будет хорошо, и, честно говоря, еще до сих пор не верится до конца. Ну, посмотрим. Пакуем чемоданы. Ты меня снимаешь, да? Нет. Я захватила канал Алексея Васильева. Как он там сейчас подписан? Битлекс. Битлекс. Битлексс. Нет, Битлекс. Битлекс моднее гораздо. Судя по тебе, не скажешь, что ты сильно модная. Ты нормальный. Все, я больше не буду с тобой в ссылочке танцевать. Ну, слава богу. Евгений, батька видишь? Да. Я с вами не буду разговаривать. Не привлекай к себе внимание. Ну ты работяга. Работяги, привет. А было сколько? В самом начале 15. А, доложили? Ты кто такие? Ты кто такие? Я сказал, не привлекай внимания. Ну шо, Ukrainian, турист.
Ihr Handgepäck muss jetzt sicher verstaut sein, ohne einen Gang oder Notausgang zu blockieren. Seinen angenehmen Aufenthalt an Bord. You on our Lufthansa Airlines flight to Frankfurt. Я никогда в своей жизни не летал на самолете, это был самый первый раз. Ну, было мало и страшно, потому что я никогда до этого не летал на самолетах. Ну, это был мой первый перелет. Первый мой перелет в моей жизни. Но впечатления были непередаваемые, поскольку ты находишься на высоте. Честно, первый раз летела и вообще было не страшно. Обратно было уже страшнее лететь, чем первый раз. Это было очень круто. Так как я летала не первый раз, ощущения полета уже не такие уж, как и в первый раз, когда ты летишь. Удивительно, с учетом того, что я летал впервые, и как бы мне многие рассказывали, да, каково это летать, но это надо на себе самому прочувствовать. Мне заложило уши и нос. С чем это связано, я не знаю. У мене тиск в голові, мозок здавився. Ну а потом нормально. Офнится просто, она сейчас умрет. Да, нет, у меня есть аккумулятор, но у меня нет времени, чтобы его менять. О, ABZ. ABZ налево. Что, дорогие друзья, вот мы уже находимся на борту Боинга 777, огромного самолета. Посмотрите, какой у него огромный салон. Вот все мы уже сидим на разных местах, нас раскидало по всему салону. Друзья, что вы и ваши впечатления нахождения на борту этого самолета? Вообще такие... Хорошо. Я думал, что я сяду возле окна, но я сел посередине. Будем смотреть «Мстители» на английском. Да ты что? Да, тут есть. Вы разобрались, да? Да, мы уже шарим. Как впечатление, Карина? Отлично. Карта, что она показывает, что нам лететь 4068 миль. Показывает наш маршрут. На борту данного. Все прекрасно. Нам пока все нравится. И еще не чувствовала ноги, потому что чудо Катенька спала на мне. Ну, не знаю, я была в ожидании, что я наконец-то увижу страну мечты, поэтому как-то время быстро проходило. Причем там такие самолеты крутые. Я не устала, мне было нормально. Когда туда ехали, было все нормально, хорошо, нас кормили мы, то есть удобно все было. Мне понравилось. И, кстати, это не так страшно, как оказалось, с учетом того, что я очень сильно боюсь высоты. Но все равно ожидание того, что ты вот-вот прилетишь и вот увидишь Америку, из этого время шло очень быстро. Те 8 часов, которые мы летели, они пролетели очень быстро. Особенно, когда мы подлетали, вообще был красивый вид из окна на Вашингтон, в общем. Мы не знали, чего ожидать. Мы летели вот в неизвестность. Настолько хотелось уже быть на месте, что прям было волнение такое, радостное. Не верилось, потому что, ты, конечно, как бы летишь в самолете в Вашингтон, но до конца у тебя нет стопроцентной уверенности, что вот сейчас ты приедешь и тебе дадут туда проходку, так скажем. Блин, мы, идем вообще непонятно где. В транзитной зоне. Я очень волновался, как мы пройдем border control, потому что офицер, который принимает решение о том, пустить нас в страну или нет, может сказать да, а может сказать нет. А у меня группа из 15 человек, мы впервые в Америке, и никто не знает, пустят нас или нет. Конечно, я волновался. По каким-то коридорам. Лабиринт Минотавра. И сейчас тут офицер бегает. У нас, все получилось. Я уже понервничал. Были очень смешанные чувства. Вот ты стоишь на земле, уже мы забрали чемоданы, я помню эти эмоции. Мы даже крикнули то, что «Мы в Вашингтоне!» Было очень трудно действительно в это поверить, потому что вот ты вроде как только что был в Украине, тут ты уже стоишь здесь. Вот вступил, да, и буду визжать, как это. Когда мы только перешли через этих офицеров, как только нам поставили печать, что мы уже можем идти в Америку, не верилось. Сначала я не поверил, и когда я вышел, я просто... Нет слов у меня. Я по-прежнему не верил, что я нахожусь в Америке. Все были, с одной стороны, уставшие после перелета, именно физически, но с другой стороны, эмоции просто накрывали волнами. Мы были все очень счастливы. Алиночка, пару слов. Я просто счастлива, безумно, но пока не могу поверить. У нас есть жара, ребята. Но было очень жарко по сравнению с нами. И темно. Очень тяжелый и влажный
воздух. Ого, я же говорил. Ну, потому что он влажный, он такой теплый, тяжелый, мне типа тяжело было дышать. Жару и восторг. И не верила. О, сейчас камера захватили. Как вам жарючка? Тепло. Было очень жарко. Мы прилетели в куртках. Давайте пойдем. Мы ехали из Украины, было у нас холодно, мы все были тепло одеты. Мы прилетаем туда, а там просто духота неимоверная. Все в этих кофтах, в курточках стоят. Душно такая духота была. Дмитрий Ильич, пару слов? Я в шоке. В Вашингтоне жарко. Да, и мы в Вашингтоне. Все дальше жарко. Сейчас надо куда-то перейти, и непонятно при чем куда. Но мы все были очень счастливые и даже не могли немного поверить в том, что мы все-таки на месте. Все равно вот это неверие, что мы вот здесь, сейчас, у всех такие глаза по 5 копеек, все смотрят. О, ребята, аж не верится, что мы в Вашингтоне, это же надо. А когда мы вышли из аэропорта, честно говоря, я не мог представить, что вот это, вот то, что мы видим, это Вашингтон, что это Америка. Казалось, что мы просто переехали из одного аэропорта в другой. А это Киев переделанный, они тупо перестроили его. И реальность того, что ты в Америке, честно говоря, лично до меня дошла, день на 5, может. Я почувствовала то, что я была на американской земле только по прилету уже в Украину. Я как бы особо ничего сначала не ощутила. Я ощутила то, что здесь, в Америке, очень тепло, когда мы вышли. А так, как бы мозг мой не давал мне осознать то, что я действительно в Америке. Я пересекла океан, я на другом континенте. Как бы это не осознавалось даже. Вот вообще непонятно, что это. Вашингтон, Америка, неважно. Я в шоке. Я не в Америке, я в шоке. Как это все происходит? Вот, достанем украинский. Этот флаг, который самый первый, который мы увидели возле аэропорта. А вон флаг Америки, да. Флаг раз, флаг два. Все сразу его снимали, фоткали. Мы в Америке. Капец. А это точно Вашингтон, не подскажете? Но я не верила, что я и в Америке. Сразу как такие мурашки по коже, типа, о, американская земля. Не, ну конечно же сразу захотелось как-то все посмотреть, все увидеть. Снимать непонятно, темно. Мы стоим вот 2Б, Курб 2Б, Шарет 1. Артемон, привет. Я не верю в то, что мы в Америке, то, что это Вашингтон. Мне кажется, это просто какая-то картинка была. И такая, наверное, да. Это как-то было, да, и быстро, непонятно. Или знаете, работяги? Это Вашингтон, И я помню, как мы не могли сначала найти Виталия Васильевича, мы еще потерялись, вышли не в том месте, где надо было. Мы с Артемом сообщаем, что мы поперлись не туда, и теперь мы идем туда, наверное. Да, Полина? Да вроде бы туда. Мы надеемся, что туда. Дмитрий Юрьевич убежал куда-то, прибежал и сказал, что нам надо... Не туда. Не туда, а туда. И мы теперь идем туда. Да, Дмитрий Ильич? Здесь спешите, дождемся никаких. Мы дождемся. Жень, ты как-то там поршнями пошевелил. А куда мы идем? Ага. А куда нам надо? На второй? А как это работает? Там на втором есть заезд? Вот он. Его прогоняют. Нет, не прогоняйте его. Это же наш автомобиль. Виталий! Сейчас мы с вами встретимся. Ну, наконец. Ура! Здравствуйте. Привет. Наконец-то мы... Ой. Нашлись. О, это победа. Не, когда мы встретили уже Виталия Васильевича, сначала я не понимала, кто это вообще. Он был каким-то, сказался злым, странненьким мужчиной. Но потом, когда мы уже разнакомились, было классно с ним общаться. Ого, пожалуйста. Мы загружаемся. Наконец-то мы вообще... Они уже залезли? Ну вот, друзья, мы приехали в Вашингтон, нас мы загрузились. Теперь наше путешествие начинается. Фоткаемся.
Сейчас еще в какой-то семье завалимся. Они такие, воу, guys. Guys, where are you from? Who are you? Go away. Please, don't do this. Конечно, как руководитель, который везет на другой континент своих детей, естественно, я испытывал волнение. Конечно, я переживал. Ведь это огромная ответственность, потому что я не знал, куда я приеду, с кем я столкнусь, кто будет организовывать и как это будет сделано. Я знал, кто, но я же не знал, как это будет. Естественно, я волновался. Я знал, что бывает всяк, но я был крайне удивлен тому, насколько гладко і хорошо все проходить. А за тим, як саме в деталях пройшла ця незабутня подорож. Офігенно, блін! Слідкуйте далі у наступних відео на нашому каналі. Следите за нашими страницами в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал. Как долго придется ждать смонтированного репортажа видео? Я думаю, что это будет новогодний подарок. Какого года, я не скажу. Надеюсь, что 2000 все-таки. Я надеюсь, что я дождусь хотя бы с этой поездки видео. Ну, по крайней мере, могу сказать, что оно должно быть интересным. Должно.